Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я покажу вам, как сделать вот такие красивые нарядные пряники с кружевной вышивкой ришелье. Это очень простой и красивый способ украсить пряники к любому торжеству. Ставьте лайк, подписывайтесь, приятного просмотра! Пряник я испекла заранее и перенесла узор. Один пряник я покрыла жидкой глазурью белого цвета, второй залила глазурью голубого цвета и третий окрасила красителем белого цвета. Макаю кисть красителя и наношу его на пряник. Далее при помощи воды и кисти растушевываю краситель по всему прянику и даю ему высохнуть. После перенесу узор. Начну с белого пряника. Обязательно делаем контур по краю пряника и далее обводим все контуры узора вышивки. Делаем все аккуратно и не спеша. Все неровности можно исправить шилом. Глазурь у меня в консистенции 20 секунд. Подробно про консистенции глазури можно посмотреть на моем канале, а также видео с рецептом пряников и рецептом глазури. Как покрыть пряники глазурью и перенести картинку. Все это можно будет найти по ссылке на плейлист, которую я оставлю в описании под видео. Далее у пряника делаю бордюр. Выдавливаю шарик айсинга и резко отвожу корнетик в сторону, создавая такую каплю вдоль контура. И сразу же следом выдавливаю новую и так далее. Этот способ называется волна. Если айсинг у вас консистенции не густой, как у меня, например, то эти капли лучше выдавливать не близко друг к другу, чтобы они не сливались воедино. Можно сделать отдельно глазурь погуще, но делать это только ради бордюра не стоит того. На следующем прянике делаем все по той же схеме, обводим контур и рисуем узор по рисунку. Если у вас линия ложится криво, то перед тем, как начать рисовать контуры, вы можете потренироваться сначала на бумаге, на этих же узорах. Я делаю эту вышивку на пряниках в форме яйца, так как скоро у нас Пасха, а вот разный фон у пряников, потому что хотела вам показать, что в зависимости от целей и пожеланий такое кружево можно сделать на любых пряниках и для любых случаев. Будь то день рождения малыша, крестины, свадьба или просто красивые пряники к чаепитию. Третий пряник с голубым фоном. Контур по краю здесь делать не нужно, так как пряник залит глазурью и контур уже есть. Рисуем аккуратно узор и потом сделаем бордюр. Ришелье – это ажурная вышивка, которая создается путем обметывания контура рисунка швом, при этом промежутки узора вырезаются, благодаря чему получается красивое кружево. И самой главной отличительной особенностью этой вышивки считаются бриды. Это тонкие элементы из нитей, которые соединяют крупные части узора кружева или сам узор с тканью. Вот именно их я сейчас рисую. Важно не делать много этих линий, бридов, и слишком длинными их делать тоже не нужно. Следующий этап создания кружева – это заливка.
Я буду использовать два способа заливки элементов. На этом прянике элементы кружева, которые как бы из ткани, я заливаю той же глазурью из корнета. Они получаются немного объемными, будто ткань плотная, и при создании кружева обметочные швы по контуру рисунка немного перетянуты. И таким образом кружево на, казалось бы, неудачном белом фоне будет видно лучше и создавать нужные тени. На втором прянике я цветок заливаю также из корнета, создавая небольшой объем. А вот для оставшихся узоров нам понадобится глазурь жидкой консистенции и кисть. Набираю на кисть глазурь и аккуратно переношу на пряник и распределяю ее в пределах рисунка. Таким же способом я делала витраж на пряниках, только там кистью я переносила глюкозный сироп с красителем, а здесь нужно переносить и распределять глазурь. Таким образом узор получается плоский и выглядеть будет очень реалистично, как ткань. Будьте аккуратны и внимательны, посматривайте на картинку и не залейте ненужные участки рисунка. Я на этом прянике в одном месте пропустила и не нарисовала одну линию, а в другом месте пропустила и не залила часть узора, но надеюсь, вы этого не заметили. И последний пряник заливаю той же жидкой глазурью. Чем жиже глазурь и тоньше слой, тем прозрачнее будет ваш узор. Я в некоторых местах положила глазурь слоем тоньше, чтобы получить прозрачный эффект. Это будет видно после высыхания глазури. Если вы делаете пряники по моим видео, отмечайте меня, пожалуйста, в инстаграме, буду очень признательна. Все следы от простого карандаша можно легко убрать чистой влажной кистью. Вот так выглядят пряники на данном этапе, после того, как глазурь у меня полностью высохла. В принципе, можно подумать, что уже все готово, выглядит уже достаточно красиво, похоже на вышивку, но нет, это еще не все. Если вам нравятся пряники уже в таком варианте, то можете оставить так, я продолжу. Последний этап создания кружева – это еще раз сделать контуры, но только контуры рисунка. Контуры соединяющих нитей обводить не нужно. Вам может показаться, что это сложная работа, но сложно здесь только в большом количестве разных завитков, что может занять много времени, особенно у начинающего мастера. Если рисунок простой, как, например, узор с бабочкой, то времени уходит немного на создание такого пряника. Ведь не нужно замешивать много цветов глазури, ждать, пока пряник высохнет, чтобы его потом расписать красками. На пряник с бабочкой у меня ушло минут 30, не считая времени на поиск картинки и высыхание глазури. По-моему, это совсем немного времени для такого пряника. На пряник с цветком 35 минут, так как здесь узор уже посложнее. В интернете можно найти большое разнообразие узоров, от простых до очень сложных и закрученных. Ссылку на узоры, которые я рисовала на пряниках, оставлю в описании под видео.
Вот такие чудесные нарядные пряники получаются. Кружево – это очень простой и красивый способ украсить пряники к любому торжеству. Какой вариант пряника вам больше понравился и почему? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Очень интересно ваше мнение. Благодарю за просмотр, надеюсь, видео окажется полезным. Не забывайте отмечать меня в Инстаграме и других социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересного. Всего вам доброго!